Привет, 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 песеры, с вами Морж. Как долго я пытался заставить себя это сделать. Конечно же, не записать обзор на Неймара, а в принципе поиграть в PES. Но тут играем от противного. Пообещал вам на среду обзор. Все, обещание надо выполнять, то есть поставил себя в рамки. Итак, Неймар, легендарная карточка, 2000 золота она стоит, как вы видите, у меня уже купленная. И что здесь хорошего, кроме Неймара, мы получаем? А получаем достаточно много всего хорошего. Мы получаем, кроме него, еще 10 игроков. Алисон, во-первых, 450 тысяч вратарь стоит, во-вторых, очень надежный вратарь, реально всем советую. Казимира, один из лучших опорных полузащитников нашей игры, тоже стоит 450 тысяч ГП, что очень даже немало. Маркиньос, 300 тысяч ГП, отличный центральный защитник, реально обычная альтернатива Бекенбауэру, на опорника тоже заходит на ура. Вератти, 180 тысяч, неплохой вполне себе. Также меня поразил Ришарлисон, конечно, его стоит ставить на центрального нападающего, у него стиль охотник за голами. Ну и Кавани, как и в принципе и в прошлой части неплох, прям звезд с неба не хватает, но крайне надежный. Остальных игроков считаю, что рассматривать смысла нет. Ну и, конечно же, карточка Неймара, 7 уровней прокачки, то есть 6 уйдет на статы. Сам Ней стоит 490 тысяч ГП. Вот такой вот набор игроков мы получаем за 2000 золота. Естественно, Неймара я сейчас уже прокачал, покажу вам, как я раскидаю его статы и, собственно, покажу команду, в которой я буду его наигрывать. Нажимаем на прогресс игроков, вы видите 12 статов. В общем, как я решил. Я играю вообще контратаку длинную. У него все стили по 70, только по всему полю 80. Поэтому я один стат закидываю в длинную контратаку, чтобы он подходил и под мое ПСЖ по всему полю, и под мою, собственно, основную, так сказать, команду. В общем-то, тоже будет подходить. Итак, 3 стата я запихиваю в дриблинг, 4 в стремительность и 4 в силу ног и выносливость. Итого мы получаем общий рейтинг 97. Нехило, я вам скажу, тем более это гарантированная легенда, поэтому я считаю, что 2000 золота на него абсолютно стоит тратить. Отработает он все до копеечки. Да, если ты не знаешь, как задонатить из России в мобилку с андроида, то пиши мне в личные сообщения в Телеграме, ссылка на него в закрепленном комментарии, я с этим делом помогу. Цены даже получше, чем в Google Play. Ну и, собственно, вот моя команда, в которой я буду тестировать Неймара. Несмотря на сыгранность 80, несмотря на общий уровень команды 99, Ней получает плюс 3 к рейтингу и имеет соточку на оттянутом форварде, атакующем полузащитнике, левом полузащитнике и левом нападающем. Но давайте переходить на поле, потихонечку буду рассказывать, что в нем есть хорошего, почему действительно я долго себя уговаривал, но тем не менее уговорил и абсолютно об этом не жалею. Как и абсолютно не жалею по поводу 2000 золота, которые я на них потратил. Короче, он камбэчит. Ну, вы, собственно, сейчас это увидите на экране. Значит, что у нас по Неймару? Естественно, у него просто дичайше крутейшие статы. Он и в дриблинг умеет, и атаковать умеет, и реализация есть, и пас у него присутствует, и баланс тела великолепный, бежит классно, сила удара вполне себе нормальная. Конечно, это все не обходится без минусов. Без минусов у нас нет ни одного игрока. Тем не менее, Неймар хорош. Вот действительно, я прям кайфовал от того, играя за него. Ну и, конечно же, подкрутка. Куда же без подкрутки? Подкрутка у него тоже на уровне аж 87. И при этом я, допустим, не особо часто играю финтами. Я, в принципе, не любитель играть финтами, и не всегда наша игра это позволяет. Но буквально из-за того, что защитники сейчас у нас в игре крайне инертные, на микроконтроле, если вы хотя бы его освоите, Неймар будет вас просто поражать. По позициям, на какие позиции я бы его ставил и рекомендовал бы вам ставить? Для него сейчас я вижу 2 позиции. Это левый нападающий и оттянутый форвард. Попытаюсь объяснить почему. Смотрите, на атакующем полузащитнике, да, он не теряет, да, по статам у него все хорошо для этой позиции, но у нас, в отличие от ПК и консольной версии, к сожалению, нельзя дать личные указания игрокам, чтобы они, так сказать, не участвовали в прессинге. То есть атакующий полузащитник опять будет глубоко садиться, у Неймара не самая лучшая выносливость, поэтому он будет бежать назад, он будет жечь выносливость и, само собой, он будет менее эффективен на поле. Поэтому атакующий полузащитник и левый полузащитник я вам бы не советовал. Само собой, в защиту он не умеет, поэтому это будут просто бесполезные действия, которые будут жечь его выносливость, а у него сильные стороны другие. Вот он, кстати, и был камбэк на 90 плюс 6 и тоже удар с подкруткой. Поэтому оттянутый форвард, который назад особо не оттягивается, либо левый нападающий, который, опять же, назад особо не оттягивается. При этом подойдет он для людей, которые видят в левом нападающем забивалу, вообще без проблем. Умение атаковать 82, реализация 80, сила удара
81, здесь у него все действительно неплохо. Так и для людей, которые видят в левом нападающем подыгрывающего, потому что пас низом и пас навесом тоже по 80+, конкретно 84 и 81. То есть Неймар может и подыграть, и завершить, реально универсальный товарищ. И это мне в нем дико прям вкатило. Что еще стоит у него выделить? Баланс, конечно же, в нашей игре баланс очень сильно решает, и Неймар в этом прям неимоверно хорош. Ну и, наверное, потихонечку стоит поговорить про минусы, которые у него тоже присутствуют, потому что, сами понимаете, ни одного игрока без минусов у нас нет. И, наверное, вот в 21-й, в 20-й части я Неймара вообще практически не использовал, потому что эти минусы, ну, были прям очень-очень конкретные, и они мне очень-очень сильно мешали играть. А вот в 22-й части почему-то я их почувствовал не так сильно и не так жестко. Значит, минусов я бы выделил у него 3. Первый, наверное, самый простенький. Конечно же, это туловище 12-летней девочки. Корпус у Неймара отсутствует полностью от слова совсем. Корпус у него всего лишь 61, прыжок 60, игра головой тоже говно. В этом он вам абсолютно не помощник. И как 12-летнюю девочку его отталкивают все, кто только может. Но при этом за счет хорошего баланса можно просто уходить от этих столкновений и, в принципе, реализовывать свои моменты. Второй серьезный минус Неймара, который я назову, это, конечно, то, что его можно купить только за золото. В нашей игре золото сейчас не достать игровым путем, то есть только донат. И для многих игроков это все-таки такая стена, которую не пробить. Они не хотят донатить, они не имеют, возможности донатить. Вот. И это, пожалуй, я назову вторым минусом. Ну и третий минус, самый основной и самый, наверное, меня бесячий конкретно в Неймаре. Это его навыки. Короче, смотрите, у него проброс между ног со разворота — это финт. Обводка двойным касанием — это финт. Эластика — это финт. Марсельская рулетка — это финт. Рабона — это крайне ситуативный навык. Сомбреро — это финт. И остается у нас подыгрыш пяткой. Окей, штатный пенальтист, ну я считаю, что он не так уж сильно нужен. Слепой пас. Тут еще марсельская рулетка и хитрость. Ну вот, то есть, по сути, навыки, которые не финты, это у нас хитрость, слепой пас, штатный пенальтист и рабона. И подыгрыш пяткой. Ну, слишком много финтов, нахрена ему столько напихали, я, если честно, не понимаю. И для меня была бы эта карточка, ну, намного лучше, если у него какой-нибудь был бы, например, ошеломительный удар, подъемом, подсечкой, еще хоть какой-нибудь, подкрутка шведкой, возможно, что-то на пас там, типа... Кроме слепого паса, еще что-нибудь хорошее. Удар без подработки, конечно же. Было бы, там, точность подач, было бы здорово. Но Konami напихала ему финтов просто по самое не хочу, и вот для меня это является серьезным минусом. Я играю практически без финтов, то есть для меня, по сути, у этого Неймара, ну, 3 навыка, грубо говоря, да, 3-4, можно так сказать. Разве что, да, хитрость помогает, потому что корпус, опять же, туловище 12-летней девочки сносится очень часто, и за счет хитрости назначают штрафные. Вот эти минусы я, пожалуй, в нем выделил. В остальном реально карта плюсовая. А добавьте к этому еще и постоянную форму Б, то есть он не будет на плохих стрелках в принципе. Плюс у него физическая форма двоечка, то есть стабильная. Это еще даст плюс к стрелочкам. Плюс у него классная слабая нога. Что вам еще надо? Ну, я хрен его знает. Я сказал, мне бы удар без подработки, ну и вот навыки вместо финтов. Но те, кто любит финты, конечно же, будут рады. Итог мой: 9 из 10 брать стоит. Для людей, которые играют с финтами, будет и 9,5 из 10, я уверен. Поэтому всем советую и всем рекомендую. Повторюсь, ссылка на мой телеграм в закрепленном комментарии. Надеюсь, обзор вам понравился. С донатом могу помочь. Короче, в общем, обзор я сделал, как и обещал. Надеюсь, вы его поддержите, конечно же, лайками и вашими комментариями. С удовольствием почитаю ваш опыт игры за Неймара. На этом, ребят, буду прощаться. Спасибо, что смотрели. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.